Всем привет, друзья! Сегодня из-за плохой погоды остался дома, не поехал рыбачить и решил с пользой провести время. Был недавно день рождения, вот сделал себе вот такой подарок, купил автоматический насос, все давно мечтал, обычно до этого качал обычной турбинкой и докачивал лягушкой лодку, вот, но все хотелось, но как-то не получалось, но вот все-таки отжалел деньги и купил вот такой насос. Модель можете видеть, цена. По отзывам как бы ходовой такой насос. Есть там всякие Браво, Марлины. Ну там ценник, конечно, X2. Но и отзывы есть плохие, но не решил все-таки взять такой простой. Как бы сильно часто рыбалок нету, но надеюсь прослужит. Ну и хочу сделать обзор. Может быть кто-то присматривал. Сделаю свой честный отзыв. Покажу, за сколько он накачивает лодку 320 НДНД. Ну, будет, надеюсь, полезным. Это у меня остался удлинитель. Кстати, он тоже пригодится, поскольку шнур не сильно длинный. На вот этот я оставлю, наверное, ссылочку в описании. Брал на Алиэкспресс. Неплохой, такой мягкий. Вот. Ну и сам насос. Так, это... Что у него тут входит? Инструкция на английском языке. Так, насадки поразлетелись. Покажу позже. Вот сам насос. Вот, поставляется, так упакован. Здесь наша розетка, вилка. От прикуривателя работает. Вот. Провод здесь, ну... По метражу сейчас скажу, померю точно, чтобы было понятней. Также вот в комплекте идут вот такие уплотнительные кольца. Их тоже там нужно под каждую лодку подбирать, вот, под эту насадку. И идут насадки, сейчас подыму, разлетелись. В общем, в комплекте идут вот такие уплотнительные кольца. Разные насадки, вот такие разные. У кого какая лодка, там под какие, может, матрасы надувные надувать, там бассейны, вот. То есть все в комплекте есть. Но у меня вот стандартная вот такая насадка. Сейчас посмотрим, подойдет ли она. Может быть, тоже нужно будет заменить. И сейчас скажу длину провода. Ну и вот давайте саму инструкцию покажу поближе. Вот. Вот такой насос. Инструкция там, если кому нужно. Ну, тут все понятно, в принципе, как что включать. Но... Если кто будет приобретать, уже можно инструкцию будет почитать. Так, давайте по размерам быстренько. Так, длина шланга вместе с насадками 1,10 м, а длина самого кабеля, который идет от насоса, 3 метра. Ну, в принципе, как бы длина достаточно, но лучше перестраховаться и еще взять вот такой удлинитель. У меня 5 метров. Вот, ну, плюс этот 8 метров, как бы будет, этого достаточно, чтобы отнести лодку от машины немножко подальше и ее накачать. Из минусов сразу хочу сказать, это вот жесткий шланг. Конечно, могли помягче сделать, но не знаю, как он прослужит. Надеюсь, не будет ломаться. Плюс, когда еще будет температура к нулю, сейчас октябрь-ноябрь, там может еще будет пожестче, но на рыбалке, может, на какой-нибудь выеду, если будет жесткий или что, тоже оставлю отзыв. Насос сделан из обычного пластика. Ну, и не дешевый, как бы, и недорогой. Надеюсь, не развалится ничего. Вот. Здесь два выхода. Один накачивает лодку, ну, а вторым, соответственно, откачивать, когда собираем. Ну, в принципе... С большего, наверное, все. Здесь такой дисплейчик. Здесь выставляются вот бары наши. Плюс-минус. Это добавлять значение, которое должно быть. И кнопка включения-выключения. Ну, у меня получается лодка Адмирал. Сейчас покажу. У меня лодка Адмирал 320 НДНД. Завода-изготовителя в баллоны рекомендует накачивать 0,25 бар, а дно 0,3. Но летом, я думаю, это лучше не перекачивать, ставить баллоны 2, дно 2,5. Хотя
замечал, даже если накачать хорошо дно, все равно оно в воде, даже если когда жара, сильно не раздуется. Вот, поэтому сейчас осень, попробуем накачать, как заявляет производитель завода. Подключим насос, сделано грамотно, удобно. Вот смотрите, я одной рукой снимаю, второй держу, вот такой выступ сделан. Все, наш насос готов, чтобы накачивать. Так, ну, одной рукой неудобно, сейчас мы его поставим на пол, заведем наш автомобиль и включим секундомер и посмотрим, насколько быстро накачается наша лодка. Так, друзья, завел наш автомобиль. Насос включается сам автоматически. Я думал, это кнопка включения-выключения самого насоса, чтобы загорелся дисплей. Нет, это он активирует наш насос. Не туда подключил. Подключил, это выкачивает воздух. Это вот отсюда он дует. Сейчас перекрутим. То есть, если смотреть лицом вот прямо, поставить перед собой насос, с правой стороны это накачивать, это откачивать. Вот. Здесь мы выставляем PC или бар. Ставим значение. В общем, сейчас, друзья, я выставляю давление бара. Здесь 0,25 нету такого, ну поставим 0,241, потому что 0,276 будет много. Ну, либо можно поставить 0,276 и просто потом выключить вручную. Немножко тут как-то вот не продумано эти значения. Ну, как летом, вот вообще можно 0, вот смотрите, 0,207 качать, плюс на жаре как бы баллоны наши поднадуются. Ну, давайте поставим 0,276 и отключим. Сейчас поднакачаем баллоны, чтобы они приняли форму. Вот, и включим секундомер и посмотрим, за сколько мы накачаем нашу лодку. Сейчас по нулям, ну, поехали. Ну вот, минуту 0,5, и вот уже второй баллон. Сейчас вот примем форму, чтобы приняла лодка форму. Накачаем баллоны. И потом накачаем дно. Уже качаем нос, друзья. Сейчас поднакачаем нос и буду тогда отключусь. Выставлю давление 0,250. И будем качать дальше полностью. Так, отключили. И теперь давайте быстренько, секунды-то идут у нас, время. Так, чик. И включаем дальше. Сейчас вот он уже добивает и пошел включаться. Ну еще, да, такой из минусов, конечно, жесткий шланг и громкий, конечно, он. Вот, качается. Я бы уже выключил бы даже, но по инструкции 0,250. Все, я выключил, друзья. Вот, лодка накачана 0. Значение прыгать, чуть перекачал 0,252. Вот, это ее рабочее давление. Сейчас быстренько включаю, но потом поговорим уже, когда полностью поднакачаю лодку. Ну, в общем, все, друзья. Неудобно тут одному снимать. Вот, это время, за которое наша лодка полностью накачана.
до давления. Ну, пускай тут еще 42 секунды откинуть, как бы 8 минут, поскольку я тут еще один, мне неудобно было. Я собрал нашу лодку. Что хочу сказать. Баллоны накачаны до 0,25, дно 0,3. Но с учетом того, что сейчас даже холодная погода, баллоны как камень. И кто ремонтирует лодки, общались, сказали, ни в коем случае до такого состояния вообще накачивать нельзя летом. Надо, чтобы немножко продавливалось и чтобы запас был на расширение. Законы физики никто не отменял. Поэтому я хочу сказать, что даже 1,9, 2, даже может и многовато будет, если очень жаркая погода. Поэтому верить, что написано в книжке, не стоит. Производитель-то да, написал. Даже вот сейчас она накачана 0,25 осенью. Ну, может на воду, если выехать, немножко подспустит. Но я вот все-таки рекомендую вам уже самим как бы контролировать накачку лодки. Дно по-любому ничего не случится, она всегда в воде. А вот баллоны, наверное, все-таки я буду качать 1,8. Вот я когда качал, уже компрессор начал добивать. Я смотрю, что вот 1,9 даже уже как бы, ну, самая такая нормальная лодка. Твердая и как бы не проваливалась уже рука. Так что не верьте изготовителю, потому что, чтобы не произошла беда на воде, чтобы не разошлись швы. Вот, так что дно я тоже где-то буду 2-2,5 качать. Вот, так что в течение там, я думаю, 15 минут можно будет с таким насосом уже выплывать на воду. Так что такой небольшой обзорчик получился. Сейчас попробую откачать лодку тоже, наверное, покажу, сколько по времени займет, чтобы уже был такой полный у нас обзор. Все, процесс откачки воздуха пошел, но я откачиваю, ничего с лодкой не сделал, просто спустил баллоны. Можно было руками помочь немножко выгнать воздух, но я хочу так проверить, как он вообще справится. Ничего не выставлял на дисплее, просто по нулям стоит и кнопку включения нажал. Ну, в общем, на откачку лодки у нас ушло 3 минуты, 18 секунд, лодка откачана, останется только сложить. Как бы выкачал полностью, не помогало. Если бы немножко тут выгнал еще руками воздух, я думаю, еще быстрее было бы. Но, в принципе, доволен покупкой. Как бы, как он себя покажет в дальнейшем, не знаю. Буду, если что-то, не дай бог, тут случится, оставлю отзывы. Ну, а так, когда будут рыбалки, будем рыбачить, ну, буду вспоминать про насос, надеюсь, не буду забывать и оставлять там отзывы свои, может быть, в процессе эксплуатации что-нибудь, косяки какие вылезут. Ну, а так, в принципе, покупкой доволен. Вот, так что вот такой насосик приобрел для рыбалки. Так что, если кто-то хочет приобретать, в принципе, можно покупать и пользоваться. Так что на этом я свое видео заканчиваю. Если данное видео вам понравилось, поставим палец вверх, напишем свой комментарий. Ну а я вам, как всегда, пожелаю счастья, здоровья, любви. Ну и до новых встреч. Пока. А я буду собирать лодку дальше.